Добрый день. Сегодня начинаем стрим именно про программы детокс и витамины. И начинаем распаковку. Вот что я сегодня получил. Давайте посмотрим. Анпакинг. Скрываем упаковку. Это я получил из СДЭКа, да? То есть вот видно, что это СДЭК, хрупкое стекло. И посмотрим, что у нас внутри. Так, первое. Видите? Это Colorado Light. И почему именно я беру для себя Colorado Light? Многие рекомендуют просто стандартную Colorado, это программа детокса. А Colorado Light – это программа для тех людей, которые хотят провести очищение мягко. Именно таким образом, чтобы не было каких-то неприятных моментов. Так, итак, Colorado Light. Далее, это просто бумага. Я ее положу отсюда. Дальше. Это протеин. Я занимаюсь спортом, и поэтому в качестве дополнительного белка я употребляю витамин. Здесь наполнитель биошейк ванильный. И что здесь? Вот я просто зачитаю, что здесь внутри. Белок, это понятно, что витамин А, витамин Е, витамин С, фолиевая кислота, пантеноловая кислота, биотин. Может быть, я неправильно читаю, поправьте, медь, селен, магний. Так, еще протеин. 2 упаковки протеина. И потом комплексные витамины Ultimate Max. Здесь, сейчас я вам покажу, здесь полный комплекс витаминов. Сейчас я зачитаю, какие витамины там. Подождите. Приходил за очками сейчас. Сейчас я вам зачитаю, какие здесь витамины. Витамин Е, витамин В12, витамин С, D3, витамин В7, В2, В6, В1. Холин, хром, селен, медь, марганец, цинк, йод. Это уже добавки. Молибден, магний. То есть я употребляю 2 штуки. По инструкции нужно употреблять во время еды, допустим, завтраком и обедом. Как я делаю, я бывает так, что на завтрак употребляю 2 штуки. Скажите, как вы употребляете витамины? Так. И вот спрей, D-спрей. Витамин D – это отдельно, это
Просто тут спрей. Считается, что достаточно 2 пшика под язык. И получается, что вы получаете дневную норму витамина D. Смотрите, даже здесь есть специальная защита от автонажатия, что, наверное, немаловажно, да, и потом вы просто нажимаете и пшикаете. Раз, два. Вот такое пшиканье. Пшиканье для получения витамина D. Ну вот. Сейчас здесь посмотрим, что здесь можно написать. Я еще, знаете, ну, чтобы, допустим, вы можете заказывать это с любой точки мира. Такие витамины и очистки. И я вам могу подсказать, как, ну, вы можете это сделать по ссылке и зарегистрироваться. Тогда у вас будет скидка 20%. Но все это вы покупаете от производителя, не от меня. Так. Вот, я делаю вам ссылку, где вы можете зарегистрироваться. Регистрация. Сейчас я добавляю как раз для получения карты скидок или заказа продуктов для здоровья. С любой точки мира. Ну вот, ребята, я вам как раз вот даю ссылку. Сохраняю в описании. И вы можете оттуда заказать это все дело. Вот. И сейчас я уберу коробку. И покажу вам листочек. Так. Вот это я вам могу показать. Этот заказ для России, для Санкт-Петербурга. Я могу вам показать, какова стоимость, да, моего заказа. Вот, можете посмотреть. Если правильно показывает видеокамера. И мы начнем к распаковке. Приступим к распаковке. Программа очистки. И посмотрим, что мы здесь с вами увидим. Не открывается. Открываю. Ну что мы здесь в первую очередь видим? Это меню программа Colorado Green.
Коловадо плюс и Коловадо лайт. Что можно употреблять при данной программе очистки? Смотрите, рекомендуемые продукты овоща. Какие овощи рекомендуется употреблять? Авокадо, брокколи, баклажаны, кабачки, морковь, огурцы, перец, зеленый, сладкий, свекла, спаржа, тыква, зелень, петрушка, укроп, кинза, базилик, сельдерей, репа, листья салата, чеснок, имбирь. Крупы. Гречка, рис. Рис только черный, бурый, красный. Киноа, овсяная каша, пшено, перловка. Полба. Что такое полба, не знаю. Если кто-то знает, напишите. Так, сухофрукты и орехи. Курага, изюм, черный, вишня, груша, яблоко, персик, чернослив, инжир, миндаль, тыквенные семечки, кедровые орехи. Фрукты и ягоды. Айва, алыча, ананас, вишня, гранат, инжир, персики. Рябина черноплодная, слива садовая, апельсин, грейпфрут, лимон, мандарин, брусника, ежевика, земляника, черника, клюква, крыжовник, малина, смородина, красная и черная, помело, киви, манго, папайя, клюква, голубика, облепиха, крыжовник. Рыба и морепродукты. Предпочтительно белая рыба, тунец и морепродукты. Оливковое, кедровое, кунжутное, растительное масло. То есть какие масла можно употреблять? Оливковое, кедровое, кунжутное, тыквенное, холодный отжим, нерафинированное. Кисломолочные продукты без сахара. Кефир, простокваша, йогурт, ряженка, творог жирностью до 5%. Что не рекомендуется? Не рекомендуем продукты. Это алкоголь, газированные напитки, консервированные продукты и полуфабрикаты. Продукты животного происхождения, мясо, птица, молоко, молочные продукты, кроме кисломолочных, фрукты и овощи, усиливающие газообразование. Это не рекомендуется. Ни виноград, яблоки, бананы, абрикосы, груши, дыни, бобовые, фасоль, горох, чечевица, кукуруза. Ребята, это все нельзя. Кукуруза, картофель, капуста, белокочанная редька, редис, шпинат, щавель, хлебобулочные, кондитерские изделия, кофе, какао черный, чай, ограничитель сахара и соль. Принципы составления меню. Меню может разнообразить рацион во время прохождения программы, который позволит легко и комфортно пройти этапы детоксикации и восстановления. Известные ингредиенты в оригинальных сочетаниях позволяют вам получить не только пользу, но и удовольствие от приема пищи. Ну, смотрите, что рекомендуется здесь. Допустим, греча с грибами и зеленью. То есть есть рецепт, как приготовить, сколько там, допустим, и каких продуктов положить. Там, допустим, греча 80 грамм, грибы 30 грамм, петрушка 10 грамм, растительное масло 10 грамм, лимонный сок 5 грамм, нерафинированное оливковое масло 5 грамм, чеснок 1 зубчик, соль и свежемолотый перец по вкусу. Дальше смузи, огурец, сельдерей, авокадо, кешью, петрушка. Вот смузи вот такой вот, видите, вот я сейчас вам покажу вот такой вот смузи. Огурец 60 грамм, сельдерей 50 грамм, кешью 30 грамм, петрушка 30 грамм, семена льна 10 грамм, авокадо 30 грамм, вода 150-200 миллилитров. Ну вот будем готовить тогда такие продукты. Смузи, миндаль, какао, курага, финики, льняные семечки. Это все смузи. Потом овсяная каша с черникой, сухофруктами, корицей. Вот так вот выглядит. Дальше. Рисовая каша с вишневым соусом. Вот так вот выглядит. Так, интересно, кто там что-то написал. Нет, ты ошибся. То есть кто-то поставил лайк.
Хорошо. Дальше. Овощной бульон — основа для супов. Вот видите, овощной бульончик. Вода, луковица, морковь, стебель сельдерея, стебли, листья петрушки, пучок, лавровый лист, перец горошком, шампиньоны, томаты, черри. Тыквенный суп и треска с салатом. Тыква, перец болгарский 40 грамм. Вот смотрите, тыквенный суп и треска с салатом. Вот такое блюдо. Тыква 400 грамм, перец болгарский 40 грамм, чеснок 2-3 зубчика в оболочке, растительное масло 10 миллилитров, веточка тимьяна, овощной бульон 200-300 миллилитров, кокосовое молоко 50 миллилитров по желанию, листья салата 50 грамм, треска 300 грамм, листья рукколы, тыквенное масло, 1 столовая ложка, сок лимона 5 миллилитров, паприка. Приготовление. Тыкву, лук, перец порезать крупно, выложить на пергамент, полить немного растительным маслом, добавить веточку тимьяна, зубчики чеснока в оболочке. Запекать в духовке при 180 градусов Цельсия 30-40 минут или до полной готовности от тыквы и лука. Треску готовить на пару или в овощном бульоне 6-10 минут. Снять кожуру с тыквы, убрать семена перца, измельчить все в блендере с добавлением бульона, протереть через сито, добавить кокосовое молоко или протереть сотейники, листья салата заправить тыквенным маслом, соком лимона, сверху посыпать паприкой и тыквенными семечками. Вообще для меня это сложно, это целое производство какое-то. Обычно просто яичницу взял и сделал себе, да, там съел. Или там рыбу приготовил. А здесь вот просто много всего. Но нужно пробовать, разнообразить себе пищу. Вот суп из брокколи с авокадо и креветками. Ну вот как выглядит. Брокколи с авокадо, овощной суп, креветки, чеснок, петрушки, тыквенные семечки, цедра, лимон, листья салата. Приготовление. Отварить брокколи в кипящей подсоленной воде 5 минут. Положить листья петрушки на 30 секунд и слить воду. Переложить все в ледяную воду. Разогреть бульон. Измельчить блендером до однородной массы с авокадо. Добавить оливковое масло. Замороженные креветки. Залить холодной водой на 10 минут. Лучше все это сделать заранее, чтобы к моменту приготовления они были комнатной температуры. С помощью ножниц можно сделать надрезы вдоль панциря, снять его и достать пищевод, протереть бумажным полотенцем, на растительном масле обжарить чеснок и отложить. Выложить креветки и обжарить на большом огне по 1 минуте с каждой стороны. Петрушку мелко нарубить, добавить креветки, полить лимонным соком, перемешать, выложить сверху на суп. Дальше. Следующее блюдо такое вот суп из цветной капусты с куркумой и красной рыбой. Вот так выглядит. Так, ингредиенты на 2 порции. Цветная капуста 200 грамм, стейк красной рыбы без кости 100 грамм, вода 200 миллилитров, куркума 2 грамма, чеснок 1 зубчик, лук-порей 5 граммов, тыквенные семечки 5 граммов, петрушка, лавровый лист, черный перец по вкусу. Приготовление. Отварить цветную капусту с лавровым листом и куркумой, чесноком и петрушкой, слить в воду, достать капусту, часть капусты обжарить на растительном масле для украшения, залить бульон и измельчить блендером, протереть через сито. Духовку разогреть до 150 градусов, красную рыбу выложить на пергамент и выпекать в духовке. На каждые 100 грамм 10 минут. На суп-пюре выложить рыбу, лук, пюре и семена тыквы. Если у вас нет лука-порея, пассеруйте на медленном огне репчатый лук и добавьте к цветной капусте. Вот. Следующее блюдо – суп из корня сельдерея с грибами и луком. Да? Суп из корня сельдерея с грибами и луком. Ингредиенты на 2 порции. Корень сельдерея 400 грамм, лук-порей репчатый 40 грамм, овощной бульон или вода 300-400 миллилитров,
чеснок 2 зубчика, оливковое масло 15 мл, лавровый лист, петрушка, соль по вкусу, веточка тимьяна. Для рагу из грибов шампиньоны 100 грамм, лук-порей 30 грамм, оливковое масло 15 мл, чеснок 1 зубчик, соль по вкусу, петрушка 10 грамм, цедра и сок лимона 1/4. Приготовление супа. Корень сельдерея очистить и крупно нарезать. Лук очистить и нарезать кубиками. Все ингредиенты залить водой, довести до кипения. Варить в среднем огне около 20 минут. Или до мягкости овощей. Слить воду, убрать лавровый лист и петрушку, залить бульон и добавить оливковое масло и измельчить блендером. Довести до вкуса солью и свежемолотым перцем. Приготовление рагу. Грибы крупно порезать, лук нарезать тонкими полукольцами, разогреть растительное масло, обжарить чеснок и убрать, пассерировать лук на среднем огне до мягкости, убрать на большом огне, обжарить грибы до изменения цвета, добавить лук, соль, свежемолотый перец, петрушку, цедру лимона и сок лимона. Все перемешать, выложить в суп-пюре. Дальше. Вот суп из печеных томатов. Вот суп из печеных томатов. Ингредиенты. Томаты сладких сортов 300 грамм, лук красный 30 грамм, перец болгарский 20 грамм, оливковое масло 15 миллилитров, веточка тимьяна, мидии в панцире 200 грамм, лук-порей, репчатый 10 грамм, растительное масло 5 миллилитров, прованские травы 2 грамма, листья петрушки 5 грамм. Приготовление супа. Томаты, перец, красный лук нарезать произвольно, выложить на пергамент, зубчик чеснока в оболочке полить маслом, добавить сухие травы. Запекать 25 минут при 180 градусов Цельсия. Измельчить погруженным блендером, протереть через сито. Мидии в кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, обжарить чеснок и лук до мягкости на среднем огне. Добавить замороженные мидии, закрыть крышкой, готовить 10 минут. Выложить на суп-пюре, посыпать петрушкой. Дальше вот салат руккола с печеной тыквой и креветками. Так, дальше я думаю, что не буду вам полностью все зачитывать, хотя я люблю просто читать. Да, вот, допустим, приготовление тыквы нарезать произвольно, выложить на пергамент, полить растительным маслом, добавить чеснок и прованские травы, поставить в духовку на 35 минут. Замоченный миндаль обжарить на растительном масле с добавлением меда, соли, лимонного сока и хлопьев. Чили 2-3 минуты. Смешать все ингредиенты для заправки, добавить соль и сок лимона, заправить листья салата. На листья салата выложить запеченную тыкву, миндаль, креветки, разморозить и варить в кипящей воде 1 минуту. Добавить в салат и заправить. Третье. Большой зеленый салат с морепродуктами. Следующее блюдо. Приготовление морепродукта. Разморозить, очистить от пленки креветки, от панциря. Кальмары разрезать вдоль и поперек на крупные куски. Обжарить кальмары, креветки на оливковом масле с зубчиком чеснока. Затем добавить мидии, соевый соус, накрыть крышкой на 5 минут. Оливковое масло, лимонный сок взбить вилкой в чашке. Добавить соль, зубчик чеснока. Листья салата заправить соусом, подавать с кальмаром, гриль свежим базиликом и малиной. Оптимально покупать уже очищенные от пленок тушки кальмара. Креветки лучше покупать свежемороженые, легко разморозить. Креветки можно в холодной воде около 10 минут. Мидии, как правило, продаются варено-мороженые. Добавляйте их в последнюю очередь или купите готовую смесь морепродуктов. Малина придает оригинальный вкус, но можно обойтись и без нее. Морковные биточки с творогом, зеленью и креветками. Вот такие вот. Ингредиенты. Морковь 200 грамм, розмарин 1 веточка, чеснок 1 зубчик, в оболочке семена льна 1 столовая ложка, укроп 5 грамм, творог 5%,
2 столовых ложки сметаны или йогурт, 1 столовая ложка, соль 1 грамм, креветки 3-4 штуки, мука для панировки миндальная, нутовая, кокосовая по вкусу 1-2 столовых ложки, куркума 1 грамм, листья петрушки 5 грамм, оливковое масло 15 миллилитров, масло для жарки. Приготовление: морковь запечь в духовке с розмарином, чесноком, оливковым маслом. Семена льна замочить на время приготовления моркови. Морковь, печеный чеснок, семена льна измельчить в блендере до однородности с добавлением оливкового масла. Розмарин убрать. Листья петрушки мелко нашинковать, соединить с морковью, сформировать шарики, обвалять в панировке, обжарить на растительном масле 1-2 минуты с каждой стороны. Творог, сметану и йогурт, укроп и соль измельчить блендером в течение 10 секунд. Креветки очистить, разрезать вдоль, варить 1 минуту в кипящей воде. Подавать биточки с творогом и креветками. Украсить зеленью. Украсить зеленью. Рагу из кабачка в овощном бульоне. Вот такая вот. Такое блюдо. Ингредиенты: минтай 150 грамм, лук 10 грамм, морковь 30 грамм, стебель сельдерея полштуки, лавровый лист 1 штука, перец с горошком 5 горошин, лимон 1/4, тыквенное масло 15 миллилитров, базилик для украшения. Для рагу: цукини 100 грамм, цветная капуста 50 грамм, морковь 30 грамм, лук-порей 10 грамм, чеснок в баночке 1 штука. Цукини я вообще не знаю, что это такое, напишите. Я не знаю, вот собирать это все много, да, то есть покупать надо 1, 2, 3, но я буду покупать вот в магазине, буду показывать вам, что я это все найду. Приготовление: налить воду в сковороде с высоким бортом, положить все овощи и специи, варить 5 минут, затем положить филе минтая и готовить с каждой минутой по минуте. По 1 минуте. Цукини порезать кубиками, цветную капусту разобрать на мелкие соцветия. Капусту предварительно бланшировать 5 минут в кипящей воде. Овощи порезать мелко кубиком, обжарить на растительном масле, морковь и лук-порей 2-3 минуты. А затем обжаривать кабачок в течение 5 минут с чесноком. Добавить цветную капусту и обжаривать еще 5 минут. Готовый рагу и минтай полить тыквенным маслом, добавить свежемолотый перец, украсить зеленью. Готовьте для разнообразия и быстроты приготовления по такому принципу любую рыбу. Следующее блюдо – это котлеты из трески с авокадо и печеными томатами. Ингредиенты на 2 порции: треска 500 грамм, любая зелень, руккола, петрушка, укроп, базилик 50 грамм, кабачок 100 грамм, панировка из безглютеновой муки 1 столовая ложка, томаты черри 50 грамм, авокадо 20 грамм, тыквенные семечки 5 грамм, перец падрон можно заменить на любой перец 1 штука, масло для жарки 1 столовая ложка, лук-пюре порей 20 грамм, цукини 40 грамм. Для заправки: лимонный сок 1 столовая ложка, оливковое масло 4 столовых ложки, дижонская горчица 1 столовая ложка, мед пол столовой ложки. Приготовление: духовку разогреть, перец и томаты полить немного растительным маслом, выпекать в духовке 20 минут на среднем огне. Авокадо порезать кубиками, полить немного лимонным соком. Оливковое масло смешать с лимонным соком, добавить немного соли, горчицу и мед. Листья зелени вымыть и обсушить, измельчить ножом филе трески, цукини, лук. Зеленый лук порезать мелко и добавить в фарш. Добавить горчицу и соль, сформировать котлеты мокрыми руками, обвалять в безглютеновой муке, обжарить с 2 сторон в среднем огне по 2-3 минуты. Листья зелени смешать с заправкой, добавить авокадо, выложить сверху перец, рядом томаты и котлеты, посыпать тыквенными семечками. Если вам не нравится вкус горчицы, можно обойтись и без нее. Авокадо можно нарезать заранее, полить лимонным соком и хранить
в холодильнике 1-2 дня. Промойте тыквенные семечки до чистой воды или замочите с лимонным соусом на 10 минут, затем высушите в духовке. Так, дальше вот минтай на пару с овощами. Кефир с вишней. Ингредиенты: филе минтая 150 грамм, брокколи 30 грамм, листья любого салата 50 грамм, цукини 100 грамм, чеснок 1 зубчик, соль 2 грамма, растительное масло 15 миллилитров, базилик 2 грамма, оливковое масло 45 миллилитров, 3 столовых ложки, винный уксус 5 миллилитров, горчицу с зернами 5 грамм, листья петрушки 5 грамм, соль щепотка, кефир 1%, 200 миллилитров, вишня замороженная 50 грамм. Приготовление. Минтай разморозить в холодильнике, приготовить на пару около 10 минут. Масло смешать с винным уксусом, горчицей, добавить соль и остальные ингредиенты. Цукини посолить и замариновать в оливковом масле с лимонным соком 10 минут. Обжарить на гриле или сковородке по 2 минуты с каждой стороны. Брокколи варить в соленом кипятке 2-3 минуты. Переложить в ледяную воду, затем обсушить полотенцем. Листья салата заправить соусом, добавить брокколи. Заморозить вишню в микроволновой печи, добавить в кефир. Сделайте самодельную пароварку. Поставьте дуршлаг, равный диаметру кастрюли, и закройте крышкой так, чтобы не выходил пар. Винный уксус можно заменить на лимонный сок пропорции 4:1. Оливковое масло, сок лимона или выложить рыбу на травы и специи в пароварку, как на подушку. Для соуса винегрет поместите все ингредиенты, кроме петрушки, в банку и взбейте. Вместо уксуса можно использовать лимонный сок. Кефир с вишней заменит полезный перекус. Дальше. Лосось на подушке из авокадо с салатом винегрет. Вот, смотрите, вот такое блюдо. Ингредиенты: филе красной рыбы без кости 100 грамм, авокадо 50 грамм, свекла 50 грамм, морковь 50 грамм, картофель 30 грамм, петрушка, листья 5 грамм, сок 1/4 лимона, оливковое или тыквенное масло 15 миллилитров, 1 столовая ложка базилик, 2-3 веточки, семена льна, кунжута 5 грамм, растительное масло для жарки. Соль по вкусу. Приготовление. Авокадо раздавить вилкой, добавить лимонный сок, оливковое и тыквенное масло, соль, свеклу, картофель и морковь запечь в духовке до мягкости, нарезать мелкими кубиками и заправить растительным маслом и мелко нарезанной петрушкой. Рыбу вымыть, потереть бумажным полотенцем, слегка натереть солью и поставить в духовку на 120 градусов на 15 минут до появления белка или обжаривать на коже с одной стороны около 10 минут. Выложить пюре из авокадо, сверху стейк из красной рыбы, рядом винегрет из овощей и посыпать семечками льна и кунжута. Чтобы идеально приготовить красную рыбу, используйте специальный кухонный термометр. Ставьте его в центр рыбы и запекайте в духовке до достижения температуры внутри от 37 до 53 градусов. Для любителей контраста приготовьте красную рыбу на коже, только с одной стороны. Обжаривайте около 10 минут стейк на коже. Верхний край будет свежим, а кожа хрустящей. Дальше. Креветки с гречневой собой и овощами. Вот такое вот блюдо, смотрите. Ингредиенты: креветки 4-5 штук, 100 грамм, брокколи 50 грамм, гречневая соба 50 грамм, семена льна 5 грамм, семена кунжута 5 грамм, кешью 5 грамм, базилик 2-3 листа, растительное масло 15 миллилитров, 1 столовая ложка, соевый соус 5 миллилитров, чеснок 1 зубчик, имбирь 1 сантиметр. Приготовление. Гречневую лапшу отварить по инструкции на упаковке, промыть. Креветки очистить от панциря, промокнуть бумажным полотенцем. Брокколи отварить в подсоленной воде 5 минут, затем положить в ледяную воду. Имбирь очистить чайной ложкой, нарезать тонко чеснок, нарезать соломкой, обжарить чеснок и имбирь, добавить креветки и продолжать обжаривать быстро на большом огне около 3 минут. Добавить соевый соус, брокколи
собу. Что такое соба? Потом расскажете мне, напишите комментарий. Перемешать и готовить еще 1 минуту. Сверху посыпать кунжутом и семечками льна. Бланшируйте зеленые овощи под соленой кипящей воде, затем переложите в ледяную. Храните в холодильнике 1-2 дня. Так вы сохраните яркий цвет продукта, экономите время на ежедневное приготовление еды. Дальше. Кальмар с рагу из томатов. Вот такое блюдо. Ингредиенты. Кальмар 1, небольшая тушка. Баклажан 50 грамм, кабачок 50 грамм, томаты 50 грамм, маслины и оливки 30 грамм, листья петрушки 10 грамм, растительное масло 15-30 миллилитров, чеснок 1 зубчик, прованские травы 2 грамма, листья базилика, соль по вкусу. Приготовление. Баклажаны нарезать кубиками 2 на 2, посолить, дать постоять 10 минут, а затем промокнуть бумажным полотенцем. Обжаривать на растительном масле до мягкости. Добавить кабачки, обжарить до изменения цвета, затем томаты и готовить еще 10 минут. Мелко нарезать петрушку, оливки и маслины, добавить в рагу. Посолить по вкусу, добавить травы. Кальмара разрезать ромбиками, сделать надрез сеткой под углом 45 градусов, добавить в рагу и готовить еще 3 минуты. Дальше всего готовьте баклажаны до тех пор, пока они не станут почти прозрачными, а затем быстро обжаривайте остальные ингредиенты, оставляя их немного хрустящими и яркими. Все. Смотрите, вот я меню вам зачитал полностью. Дальше, что у нас? Программа очистки, да. Первое. Значит, сейчас мы зачитаем саму инструкцию. Что такое Colorado Light? Вот видите, вот я вам читаю. Что такое Colorado Light? Это комплексная программа, направленная на очищение и детоксикацию организма, общее оздоровление и омоложение. Программа рассчитана на 14 дней, то есть очистка будет у вас 14 дней. Применение, включая 6 продуктов, и состоит из 3 последовательных этапов. Детокс – это первый этап, детокс. Или детокс, да? Ну, написано детокс. Вот, видите? Это первый этап. Что на первом этапе? Вот что мы видим, какие упаковки? Сегодня анпакинг, распаковка. Видите? Детокс. То есть детокс 1, 2, 2 детокс 1. Грин. 2 пачки вот таких вот грин. И 2 пачки детокс 2. Детокс 1. Этап 1. Детоксикация 5 дней. Первый этап программы состоит из 3 растительных комплексов, компоненты которых активируют детоксикацию и укрепляют защитные силы организма. Входящий в состав: цветки красного клевера, корень лопуха, листья артишока, семена расторопши, трава тимьяна улучшают отток желчи и фильтрующие способности печени и желчного пузыря, нормализуют обмен веществ. Корни солодки, ауте и имбиря активизируют иммунитет, улучшают микрофлору, оказывают противопаразитарное действие. Молодые листья и сок из зеленых побегов пшеницы и ячменя, водоросли, ягоды, черники, мадлины, корни свеклы, моркови, плоды ананаса, входящие в комплекс Green, богатые пищевыми волокнами, витаминами и минералами, которые улучшают моторику кишечника и выведение продуктов жизнедеятельности, токсинов. Вот это первый этап.
Да. Это нужно съесть за 5 дней. Это вот я буду сам. Сам это есть, да? Что там внутри? Это вот такие капсулы. Такие капсулы. Вот тут, ребята, я приготавливаюсь такой вот очистки. Такой вот очистки. Вот детокс 1. Это все капсулы, ребят. Вот это все в первой коробке. Вот. А вот второй этап. Вот что на втором этапе? Вот, знаете, я проходил стандартную коловаду. Вот второй этап, там глина. А вот здесь, там глина неприятная. Плохо ее пить. А вот здесь вот такие вот порошочки. Они приятные на вкус. Вот что меня это удивило. И я всем советую, ну, по себе вот, что не простую коловаду, а коловаду лайт, пожалуйста, да, вот так было написано. Коловаду лайт употребляйте. Коловаду лайт. Я один раз проходил, сейчас буду второй раз проходить. Я считаю, что во время работы можно проходить, ничего страшного. И вот вам прочитаю про второй этап сейчас. Этап второй. Очищение 4 дня. Второй этап программы состоит из порошка Light Mix. Активные компоненты порошка: шелуха семян подорожника, семена льна, бентонит и чернослив, усилены нерастворимыми пищевыми волокнами комплекса Green Green. Коктейль из порошка действует как метелка, тщательно очищает кишечник, положительно влияет на микрофлору, защищает и восстанавливает слизистые. Данный этап принесет наибольшую пользу только при условии достаточного потребления жидкости, воды или несладкого, предпочтительно овощного сока на протяжении всего периода. Для облегчения прохождения данного этапа следует избегать твердой пищи и соблюдать диету на основе жидкой пищи. Рекомендуются овощные супы или овощные бульоны. А вот этап 3. Вот это третий этап. Что тут на третьем этапе? Смотрим. Немножко порвалось даже. Вот суперфлора. Green Green. Green Green. Ассимилятор. Это я вот буду все это пить. Ребята, вот на 14 дней ухожу на очистку. Чтобы быть постоянно здоровым, нужно профилактировать. Хотя вот и в больном состоянии люди добились больших результатов. Позже я покажу результаты этих людей, чего люди смогли добиться. Так, а я вам прочитаю про третий этап, да? Этап 3. Восстановление. 5 дней. Третий этап включает продукты, являющиеся источниками пробиотиков, ферментов и фитонутриентов. Пробиотики и ферменты способствуют восстановлению пищевого баланса. Совместно с фитонутриентами из продуктов Green Green они подготовят основу для корректной работы пищеварительной системы и организма в целом. Вот. Ну вот и все. Здесь показано там утром, вечером, как это все принимать. Вот. Все это здесь показано. Все это складываю. Интересно, вот кто-то будет со мной так употреблять
потому что результаты у людей шикарные. Я сейчас вам карточки результатов дам. Я вдохновился этими результатами. И сейчас, ждите, сейчас я принесу вам результат. Ребята, вот результаты. Вот, смотрите, вот мужчина, да? Вот зачитаю. Вот что было, что у мужчины было, изменилось за 2 месяца. У него было высокое давление, головные боли, отеки, большой вес, 125 килограмм. Диагноз первичный миелофиброз. Пройдя программу по концепции здоровья, улучшилось общее самочувствие, прошли отеки, головные боли, снизился вес на 23 килограмма. 23 килограмма, ребята, 23 килограмма. Вот смотрим сюда. 23 килограмма. Я считаю, что это серьезно. У женщины, вот женщина, да, вот женщина. Был хронический гайморит, нарушение репродуктивной системы, 2 замерзшие беременности, отеки, лишний вес. Пройдя программу по концепции здоровья, вес снизился на 10 килограмм. Прошли отеки и гайморит. Спустя всего 3 месяца наступила беременность, которая прошла без осложнений. И как итог здоровый малыш. То есть вот эта женщина родила, она не могла родить. Прошло что? Хронический гайморит прошел, нарушение репродуктивной системы, смогла забеременеть. Прошли отеки, прошел лишний вес. Дальше. Вот смотрите. Просто, ну, некоторые думают, там, 17-18 год. Ребята, опыт уже 26 лет. 26 лет сообщество, в котором вот наработана своя практика. И нет отрицательных результатов. Вот женщина, смотрите, вот такая женщина. У нее была постоянная молочница, эрозия, головные боли, лишний вес, гайморит, нарушение слуха. После прохождения программ по концепции здоровья снизился вес на 38 килограмм. Вот до и после, смотрите. Вот вес на 38 килограмм снизился. По гинекологии мазки отличные, эрозии нет. Прошли головные боли, гайморит, улучшился слух. То есть, ну, и слышать стало лучше. Ну, представьте, вот, ну, изменилась женщина полностью. Дальше. Вот смотрите. На программу по концепции здоровья снизила вес на 20 килограмм за 1,5 года. Вес не возвращается. Вот женщина. А я вам говорю, что я буду вот эту программу, я начинаю. Дальше. А вот другая женщина вот внизу. После прохождения программ по концепции здоровья 50 лет стала снова мамой. Роды без кесарево сечения, без осложнений. Здоровый малыш. Дальше, ребята. Вот женщина, у нее была межпозвонковая грыжа в поясничном отделе. Нога постоянно ныла, приступы боли, лечение не помогало более 10 лет. После прохождения программ по концепции здоровья за 3 курса с биуроном проблема решилась. Боли ушли, появилась легкость движения. Вот. Женщина так. Самага Наталья. Перелом со смещениями и осколками. Была проведена операция, установили 6 шурупов и пластину. Восстановление за 3 недели вместо 1,5 месяцев. То есть быстрое восстановление ноги в результате. Но вы понимаете, что вот эта программа – это составная часть концепции здоровья. Кому нужно узнать больше, обращайтесь, пишите на e-mail, в комментариях, я вам дам более подробную информацию. Дам.
Смотрите, так, вот такая женщина, 45 лет. Вот вначале вот это вот, смотрите, вверху. На программе по концепции здоровья за 4 месяца снизила вес на 30 килограмм. Было 105 килограмм, стало 75 килограмм. Вес стабилен уже 12 лет. Вот вы хотите, чтобы был стабилен вес? 12 лет стабилен вес у женщины. Я хочу у себя стабильный вес. На программе по концепции здоровья снизила вес, это другая женщина, на 15 килограмм. Вот другая женщина, 15 килограмм. Ушла от бронхиальной астмы и ингаляторов. Это вообще очень отличный результат. Вот следующая женщина. Был перелом руки и ноги со смещением. На продуктах гипс с руки сняли уже через 2 недели. Через месяц могла уже вставать на ногу. И как приятный бонус подтянулась кожа, разгладились морщины, ушла отечность. Вот кому нужно, чтобы подтянулась кожа, ушла отечность, пожалуйста. Вот у друга он похудел, у него руки, на руках кожа обвисла, не знаю. У некоторых на ногах обвисает. Ну, при грамотном подходе все подтягивается, не надо никаких вот пластических операций делать, все уходит. Вот следующая женщина, вот смотрите. Был псориаз, головные боли, лишний вес. После прохождения программ по концепции здоровья уже через 8 месяцев псориаз ушел в стойкую стадию ремиссию, и вот уже 10 лет больше не возвращается. Вот. Дальше. Вот смотрите, женщина до и после. Было предположительно аутоиммунное заболевание, АИД. Врачи до конца не смогли поставить диагноз. Проявление аллергического характера, высыпание, опухоли, чесались глаза, волосяной покров покрывался корками. Гормональная терапия не помогала. Были проявления аллергического характера, высыпания, опухоль, чесались глаза, волосяной покров покрывался корками. Гормональная терапия не помогала. После прохождения программ по концепции здоровья организм очистился, восстановилась кожа на лице и на голове. Через год все симптомы болезни ушли. Вот женщина себя вылечила. Дальше. Вот у женщины были мигрени более 15 лет, приступы желчекаменной болезни. Врачи предлагали удалять желчный пузырь. После прохождения программ по концепции здоровья ушли мигрени, снизился вес на 13 килограмм, прошли приступы желчекаменной болезни. То есть вот желчекаменная болезнь ушла. То есть организм, по сути дела, вылечивает себя сам. Дальше у женщины, вот уже у другой, второй, вот я вот так, наверное, буду закрывать. Вот второй женщины, да? Вот так. Были камни в желчном пузыре, постоянные боли, частые запоры, головокружение, тошнота, купероз, красные щеки. Врачи предлагали удалить желчный пузырь. После прохождения программ по концепции здоровья за полгода врач подтвердил отсутствие камней в желчном. Кожа стала чистой, прошли боли и другие симптомы желчекаменной болезни, снизился вес. Вот женщина, смотрите, вот пила коллаген. Ну, это продукция все этой компании. 8 бутылочек триптидного коллагена, более открытый взгляд, меньше морщин на лбу, носогубка сократилась, подтянулся овал. 10 месяцев концепции здоровья, коллаген, ушли отеки, разгладились морщины, поднялось нависшее веко. То есть вот, понимаете, люди себя преображают. Так, дальше. Ну, вот здесь вот женщина избавилась от женских болезней. Вот я, наверное, немножко закрою. Вот посмотрите, вот. Так, фото не буду показывать. Что были кисты в матке, акне, комедоны, болезненные месячные, упадок сил, постоянная сонливость. После прохождения программ по концепции здоровья кожи на лице очистилось, ушли высыпания. По результатам УЗИ кисты в матке не обнаружились.
ушли боли во время менструации, потянулась кожа, прошел целлюлит, прошла сонливость. Дальше, ребята, вот у женщины после 53 лет начался климакс, кожа очень быстро потеряла тонус. Когда она начала вот эту концепцию здоровья, то примерно через 7-10 дней заметила, изменилась кожа, ушли пигментные пятна, шероховатость, которая появилась после 50. Кожа помолодела, посвежела, через месяц подтянулся овал, пропали брыли, увеличивались губы, изменился тургор кожи. Кожа на лице стала другого качества, стала более упругая, нежная, бархатистая. Уменьшились носогубные складки, мешки под глазами. Укрепились ногти и увеличились в объеме волос. Уменьшился целлюлит, и тело стало более рельефное. Вот, ребята, женщина изменила себя. Вот, я читал про нее. Дальше. Вот у детей был атопический дерматит, лимфоденит, паразиты, грибы. Ребенок постоянно раздирал кожу на лице. Гормональная терапия не помогала. После прохождения программ по концепции здоровья кожа ребенка очистилась, и эти проблемы больше не возвращались. Так что улучшился сон и появился аппетит. Вот малыш, получается, оздоровился. То есть это не лечение, ребята, это оздоровление. То есть организм сам себя оздоровляет. Поэтому это очень важно. Вот Наталья. Был псориаз, постоянная сухость и глубокие незаживающие трещины на ладонях, постоянно хронические обострения. Крема и мази не помогали. После прохождения программ по концепции здоровья уже через 5 месяцев руки зажили. Не осталось даже рубцов от постоянно глубоких трещин. Псориаз ушел в стойкую стадию ремиссии и больше не возвращается. Вот, ребята, женщина оздоровилась. Такие результаты. Это вот у нас члены сообщества, они дают свою информацию. Почему? Дают, конечно, дают не все, но люди благодарны продукции и системе, потому что они оздоровились. Что может быть больше, чем здоровье? Потому что если не будет здоровья, поймите, человек лежит на диване, зачем ему деньги, да, уже? Хотя деньги все равно нужны и больше нужны, возможно, на какие-то медикаменты. Но вот здесь, получается, мы на натуральных продуктах мы избавляемся от болезни каким образом? Организм сам из себя восстанавливает, когда у него убираются токсины, шлаки, все, что накоплено, и за жизнь, и ему правильная вода, живая вода дается с витаминами и минеральными веществами. Вот у мужчины до-после, да, вот он избавился от 43 килограмм лишнего веса. Что с ним было? Было заболевание мочеполовой системы, камни в почках, камни постоянно дробили, но это не помогало. Постоянный прием медикаментов, антибиотиков привел к заболеванию печени, ЖКТ, сахарному диабету, лишнему весу, кожным высыпаниям. После прохождения программ по концепции здоровья мочекаменной болезни нет. Сахар пришел в норму, улучшился иммунитет, восстановился метаболизм, и как результат вес снизился на 43 килограмма. Все диагнозы снято, в 61 год здоров и полон сил. Так, ребята, я уберу, наверное, потому что я, в принципе-то, вам рассказываю, это же не реклама, это просто рассказ. Да, и продолжим дальше. Вот женщина по программе концепции здоровья за год и 8 месяцев снизила вес на 71 килограмм. Вот смотрите, вот она была вот такой вот такой, а стала вот такой. Вот была вот такой, а стала вот такой. 71 килограмм. Ребят, это кожа подтягивается еще плюс. На программе концепции здоровья за год и 8 месяцев снизился вес на 71 килограмм. Наладилась работа ЖКТ, улучшился сон, эмоциональное состояние. Вот такой результат, ребята. А здесь не нужно, вы поймите, что в сообществе не нужно платить за какое-то сопровождение. Есть система, вы покупаете продукты со скидками, идете по системе. Здесь не нужно платить каких-то бешеных денег за сопровождение, не нужно
потом операции делать там по ушиванию там кожи и так далее. Этого не нужно. Вот женщина. Смотрите, ну вот такая фотография. Был псориаз, аллергия, псориаз, гипертония, бесплодие, апатия и депрессия. После прохождения программ по концепции здоровья нормализовалось давление и прошли головные боли. Очистилась кожа, и псориаз уже более 2 лет в ремиссии. Снизился вес, появилась легкость, радость и спокойствие. А самое главное, появился долгожданный здоровый малыш. То есть женщина смогла родить, понимаете, выздоровела и смогла родить. Так, дальше. Что у следующей женщины? Был грибок на ногтях. С помощью продуктов Coral Club избавилась от грибка за 10 дней. Вот. Санкт-Петербурга. Утилизировал кандида, грибок на ногтях, молочница, перхоть. Все прошло. Ребята, все уходит. Почему? Потому что организм восстанавливается, потому что ему дают все необходимое. Так, дальше вот я закрою данные. Так, у женщины был коксариаз третьей степени правого тазобедренного сустава. И коксариаз, напишите, что это такое, во-первых. Второй степени левого тазобедренного сустава. После прохождения программ по концепции здоровья начала ходить, даже бегать. 62 года, чувствует полной энергии. То есть были проблемы, проблем не стало. Потому что у каждого свои какие-то проблемы. А вот женщина даже в 72 года, смотрите, как оздоровилась. Что была метеозависимость, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, второго типа бронхиальная астма, упадок сил, усталость. После прохождения программ по концепции здоровья нормализовалось давление, прошла метеозависимость, пришли приступы удушья, нормализовался уровень сахара в крови, восстановилось зрение, было минус 1,5, стало единица, улучшилось настроение, появилась энергия. Все это 72 года. А вот у другой женщины, вот я так закрою, вот другой женщины, прочитаю, что было, что стало. Было бесплодие, хронический пилонефрит, цистит. Во время прохождения программ по концепции здоровья уже через месяц наступила беременность. Родился здоровый малыш. Через 4 года наступила вторая беременность. По плоду поставили диагноз синдром Дауна. Но пройдя программу по концепции здоровья во время беременности, ребенок родился здоровым, без диагноза. Вот женщина поверила в продукт, поверила в опыт других людей, и у нее все нормализовалось. Так. И вот я, когда узнал об этом, я приступил к концепции здоровья и буду проходить программу. Программу Коловада Light. На мой взгляд, это лучше, чем обычный Коловада. Ребята, на сегодня достаточно. Пишите комментарии, как вам, если нужны будут какая-то дополнительная информация. Каждому предоставлю информацию, пишите в личные сообщения. Спасибо. Сегодня мой первый стрим.